Вашими шаблонами будут пользоваться люди разных возрастов и полов, имеющие совершенно разные формы и черты лица. Этот факт подчеркивает необходимость проверки шаблонов на большом количестве фотографий, потому как на одном типе лиц шаблон может выдавать хороший результат, а на другом совершенно противоположный. В результате проверки шаблонов на тестовых фото часто удается найти такие недочеты, исправив которые можно сделать шаблон подходящим для большинства пользовательских лиц. В этом уроке мы рассмотрим практики, которые позволяют создавать лицевые шаблоны, подходящие к большинству пользовательских фотографий. При создании шаблона в Photoshop вы выбрали какую-либо фотографию в качестве примерочной и расположили область вписывания наиболее подходящим образом. Лицо при этом позиционируется по стандартным опорным точкам. Вам кажется, что шаблон готов, но, как показывает практика, шаблон следует проверить на большом количестве тестовых фотографий. В конструкторе шаблонов мы обнаружили, что для большей части фотографий имеются некоторые недочеты по вписыванию лица. Дело в том, что лица пользователей закономерно имеют разную форму и пропорции, поэтому часть лиц вписывается в шаблон неудачно. Доработав шаблон, мы можем добиться правильного вписывания большинства лиц в шаблон. В конкретном случае для решения задачи могут потребоваться изменение положения области вписывания и трансформация области вписывания относительно шаблона. С помощью трансформации можно исправить угол наклона области вписывания и ее масштаб относительно головы в шаблоне. Не забывайте, что масштаб следует изменять с сохранением пропорций области вписывания. Хорошей практикой считается проверять шаблон на большом количестве тестовых фотографий. Как мы видим, нам удалось скорректировать шаблон так, что большинство пользовательских фотографий вписываются в него удовлетворительно. Представим ситуацию, когда вы создали шаблон, проверили его на большом количестве фотографий и уже проделали манипуляции с изменением позиции и масштаба области вписывания в Photoshop. Однако пользовательские фотографии далеко не всегда удачно вписываются в шаблон, а некоторые элементы лица и вовсе выглядят неестественно. Такое случается из-за того, что фотография позиционируется по стандартным опорным точкам. В силу антропологических особенностей, элементы лица, по которым позиционируется фотография на разных лицах, имеют разные размеры и расположены на разном расстоянии друг от друга. Все это влияет на конечный результат обработки. В этом случае для более корректной обработки нам потребуется вручную определить опорные точки лица, которые позволят максимально безошибочно вписывать практически любую пользовательскую фотографию в шаблон. В случае с нашим шаблоном видно, что из доступных элементов лица у нас есть только уши и овал лица, из чего можно сделать вывод, что наиболее удобным будет выбрать позиционирование по овалу лица. В конструкторе шаблонов обратимся к списку фильтров области вписывания. В списке параметров фильтра вписывания лица выберем пункт «Позиция». Откроется редактор позиции лица. На схеме лица в левой части окна выберем 4 центральные точки на границах овала лица и дополнительно для большей точности позиционирования выберем еще по одной точке с каждой стороны от ранее выбранных. Применим изменения и обработаем тестовые фотографии. В результате наших манипуляций мы существенно улучшили результат. Кстати, отметим, что фотографии с улыбкой могут создавать некоторые проблемы при вписывании. Причиной тому являются опорные точки уголков рта, которые растягиваются относительно друг друга, и это может дать нежелательный результат при вписывании. Если при проверке фотографий в конструкторе шаблонов вы обнаружили, что фотография с улыбкой вписывается хуже, чем фотография без нее, то, возможно, имеет смысл исключить данные опорные точки, чтобы фотографии с эмоциями и без них вписывались удовлетворительно. Спасибо за внимание.